Вот такой обалденно вкусный ужин, если приготовил. Молочный кисель на десерт или заварной крем, если перевести с английского на русский, custard. И сделал биф фрикадели строганов или фрикадельки с говядиной строганов с картофельным пюре и немножко подаю с вареной свеклою. Выглядит аппетитно, но получается обалденно вкусно тоже. Если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня на ужин я решил сделать картофельное пюре в качестве гарнира. Я показывать не буду, как я делаю картофельное пюре, потому что всегда делаю обычным способом, и у меня достаточно видео на YouTube. А делаю обычным способом: картошка, соль, перец, масло и холодные сливки. А к этому хочу сделать необычный биф строганов. За место говяжьего мяса биф я сделаю говяжьи фрикадельки. И это будет обалденно вкусно. А на сладкое я решил сделать молочный кисель, custard на английском называется, или заварной крем, если перевести дословно. И это пойдет в качестве десерта. А чтобы время не терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Итак, для картофельного пюре здесь у меня картошка вычищенная, вымыта. Пускай ждет своей очереди. Для фрикаделек нам понадобится мясо, то есть говяжий фарш. Сейчас я перенесу эту миску. Сюда отправлю одно яйцо. Немного перец. И немножко подсолим. И сейчас все это рукой я перемассажирую. Все, чтобы как следует перемешалось. Сейчас мы это приготовим, и тогда займемся основой соуса. Итак, фарш у нас готов, превращается один клубочек. Очень хорошо. Теперь пускай это ждет своей очереди. Так, для соуса я возьму одну луковицу. Нам понадобится сюда говяжий бульон. У меня вот такой кубик. Сейчас мы разведем в горячей воде. Пока вода не закипает, мы начнем жарить наш лук. Здесь моя любимая сковородка. Добавляю немного сливочного масла. Добавляем немного растительного масла, чтобы сливочное масло у вас не подгорало. Сюда немножко растопится. Так, добавляем сюда лук. И немножко пережарим это. В то время у меня вода вскипела для бульона. Сейчас я сюда добавляю бульон. И пускай это у нас растворяется. Тем временем у меня здесь грибы. Я сейчас порежу половину этих грибов. Грибы порежем такими слайсами. Так, грибы отправляем теперь на сковородку и слегка обжарим. Лук у нас хорошо обжаривается, уже карамелизуется. Сейчас быстренько мы обжарим грибочки наши.
На этом этапе можно добавить сюда теперь муку для формирования соуса. Количество муки 1,5 столовой ложки. Сейчас это хорошо пережарим, перемешаем, чтобы комочков не было. И постепенно будем добавлять сюда жидкость. В моем случае говяжий бульон, то, что мы сделали. Понемножку добавляем. Так, еще. Как следует перемешаем, чтобы комочков не было. И мы добавим сейчас сюда сметану. Как следует перемешаем теперь. Добавляем томатную пасту. Обратите внимание, я сейчас еще не солил. Так, теперь добавлю чуть-чуть еще кипяченой воды. Так, обратите внимание, я еще не солил, потому что у нас бульон сам по себе должен быть соленый. Но мы еще посмотрим на вкусовые качества. Вот такой прекрасный цвет получается. Теперь мы добавляем перец в зернах. У меня сейчас это все на маленьком газу теперь. И теперь потихонечку будем формировать наши фрикадельки и добавлять сюда. Так, чтобы фрикадельки были более-менее одного размера, я буду пользоваться ложкой. Примерно так. И отпускаем соус. Конечно, руки должны у вас быть мокрые, чтобы к рукам этого ничего не приставало. Так. Так, сюда добавляю теперь немного порошок чеснока. Очень хорошо, посмотрите. О, выглядит аппетитно уже. Теперь я накрою. И пускай потихонечку это так у нас тушится, варится. А я тем временем возьму бочковый огурец. Один здоровый. Вот такой достаточно туда. Сейчас меленько порежем и отправим туда в соус. Очень хорошо. Огурец добавляем сюда в соус. Время от времени будем помешивать и посмотрим потом на вкусовые качества, потому что огурец сам по себе соленый тоже. Так что пускай это потихонечку у нас готовится, но время от времени будем помешивать. Итак, для молочного киселя нам понадобится молоко. Я уже добавил ванилин, сахар. И еще немножко молочка добавлю туда. Вот примерно так. И отправим теперь на плитку, и будем время от времени помешивать. И смотреть, чтобы нигде ничего не пригорало и не убежало. И потом еще проверим на сахар. Если надо, то еще сахар добавлю. Так, здесь у меня 5 желтков. Сюда добавляем 1 ложку крахмала. Вот так. И хорошо теперь перемешаем. И однородной массы. У меня здесь чуть-чуть молока осталось. Я сейчас это тоже сюда добавлю чуть-чуть. И опять перемешаем. И как у нас молоко там закипит, это все отправим в кастрюлю с молоком.
Теперь ждем, как молоко закипит. Итак, соус у нас потихонечку кипит. Посмотрим, ох, какая прелесть. Помешаем. И сейчас перенесу на маленькую конфорку, и пускай на маленькой конфорке потихонечку кипит. И в то же время я сейчас попробую на соль. Совсем слегка соли надо чуть-чуть. Вот так. Достаточно. Накрываем, и пускай потихонечку у нас так готовится, я перенесу на маленькую конфорку в то же время. Итак, молоко у меня закипело, и теперь потихонечку помешивая на маленьком огне, добавляем наш желток. Постоянно помешиваем, и на маленьком огне должно быть, иначе у нас там все свернется. Кисель у нас густеет. Очень хорошо. Сейчас она закипит, и на маленьком огне дадим покипеть 5 минут, но постоянно помешивая. Итак, смотрите, какая прелесть. И подаваться будет в холодном виде. Можно с вареньем, с фруктами, или просто как оно и есть. Еще пару минуточек дадим покипеть, и на этом у нас можно будет выключить газ. Итак, соус у нас готовый. Я выключаю газ, и сюда мы добавляем нашу зелень, кориандр с укропом. И теперь мы ждем, как картофельное пюре будет готово, и на этом ужин будет готов. Вот такой ужин получился. Биф фрикадельки строганов, или строганов с говяжьими фрикадельками. Немножко добавил свеклы и картофельное пюре. И сделал заварной крем, английский кастард или молочный кисель. Итак, с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить. Мне захотелось сделать биф строганов, так как говяжьего мяса у меня дома не оказалось. У меня оказался фарш, я решил сделать биф фрикадельки строганов, или строганов с говяжьими фрикадельками. Ну и, конечно же, я сделал картофельное пюре. Я показывать не стал, как я делаю. И к этому на сладкое сделал молочный кисель, английский кастард, или если перевести дословно, это заварной крем, который подается в холодном виде с вареньем или с пирожными, или с фруктами, или с бананами. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.